мы доказали часть теоремы, связанную с максимумом. Если вопросов нет, то можно сказать пару слов про минимум и пойти дальше. Во-первых, конечно, в случае для минимума можно доказать абсолютно так же. Рассмотреть инфимум, да, m малое, и предположить, что он не достигается. Это хороший вариант, по крайней мере, вы сможете повторить это доказательство и посмотрите, вот, чем эти два варианта отличаются. А можно поступить немножко хитрее. Можно заметить такую вещь. Вот взять, рассмотреть вспомогательную функцию. Вот у нас была функция f, а мы рассмотрим функцию h, равную минус f от x. Минус f от x. Если f от x1 меньше, чем f от x2, то h от x1 будет очевидно больше, чем h от x2. Правильно? Из этого свойства вытекает следующее, что минимумы и максимумы у этих функций тесно связаны. Да? Вот, смотрите. Во-первых, h от x непрерывна. Просто минус написали, от этого, конечно, непрерывность не сложится. Значит, она уже достигает максимального значения. То есть существует такой x', что h от x' равняется max h от x'. Ой, h от x, когда x принадлежит AB. Что такое h от x? Это минус f от x, когда x принадлежит AB. То есть максимальное значение величины минус f от x. Но легко заметить, что это есть не что иное, как минус минимальное значение f от x, когда x принадлежит AB. Легко это заметить или не очень легко заметить? Ну, скажем, вот f от x это линейная функция от единички до двойки. F от x равняется x. Тогда минус f от x будет принимать значение от минус единички до минус двойки. Да? Какое будет максимальное значение? Это минус 1. Минус 1. А если максимальное значение минус 1, а минимальное значение f от x, это будет 1. Ну и видно, что они как раз вот так и связаны. Значит, мы нашли вот такой x, да? И если вспомнить, что минус h от x это минус f от x', то мы получили, что в этой точке x', вот в этой точке, функция f как раз достигает минимального. Почему у нас перед минимумом стоит минус? Ну вот этот же минус никуда не денется. Смотрите, то есть, максимум от минус f от x это будет минус 1, правильно? Вот это все будет минус 1. Минимум от f от x это что?
Ну, если вот эту простую функцию рассмотреть, это будет что? Это будет 1, правильно? Вот это будет 1. Значит, вот, видите, здесь стоит минус 1, и здесь будет стоять минус 1. Иначе, конечно, не получится. Значит, а можно как-то объяснить просто для себя более строго, когда что минус выскочит? Ну, это что, пример? Ну, наверное, можно. Наверное, можно. Значит, как тут это с сделать? супремами и инфинумами. Записать, ну давайте. Раз мы стремимся к строгости, то почему бы не сделать, да? Вот максимум минус f от x. Пусть это будет какое-то m, да? Пусть будет это какое-то m. Что это означает? Это означает, что для любого x, принадлежащего AB, минус f от x меньше или равен m. Согласны? Уже понятно, да? Теперь мы берем и умножаем это на минус единицу. Вот. Получаем, что f от x больше или равен минус m. Значит, для f от x эта точка будет как раз точкой минимума. Хорошо, что вы не ограничиваетесь иллюстрацией. Вот, собственно, мы аккуратно доказали этот факт. А когда мы говорим максимум, уже подразумеваем при этом, что... А то, что, Да, что здесь достигается, это же мы знаем уже. Мы же для максимума доказали. Значит, мы одновременно до минимума доказали. Ну хорошо. Теперь у нас очень важная тема, замечательная, относящаяся тоже к непрерывности. Вот мы сейчас наконец поймем, почему вот именно на сегменте непрерывная функция ведет себя хорошо, а на интервале может себя вести плохо. Оказывается, на сегменте непрерывная функция обладает некими дополнительными свойствами, которые обычная непрерывная функция, скажем, на интервале, обладать не обязана. Название пункта будет такое: равномерная непрерывность. Равномерная непрерывность. В отличие от обычной непрерывности, равномерная непрерывность – это изначально глобальное свойство. То есть функция не может быть равномерно непрерывной в одной точке. В одной точке она только непрерывна и все. А вот если мы рассматриваем множество, то функция может быть непрерывна на этом множестве, но при этом не обладать дополнительным свойством, которое мы называем равномерной непрерывностью. И вот наша первая задача, ну, конечно, дать определение этой самой равномерной непрерывности, но я хочу до этого еще к этому определению немножко подвести вас, чтобы вам не так страшно было на него смотреть. Давайте начнем с уже известного нам определения. Давайте запишем, что функция f непрерывна на каком-то множестве x. Раньше мы это определяли так. Если функция непрерывна в любой точке x большого, тогда она непрерывна на x. Это правильно, конечно. Но давайте мы теперь это запишем в виде обозначений. Вот. Дадим не словесное определение, а именно вот в виде формул, использующих квантор и так далее. Начнем с того, что, скажем, зафиксируем какую-то точку x0 из x. Что означает, что функция непрерывна вот в этой точке x0? Ну, определение, значит, какое? Для любого эпсилон большего нуля найдется такое дельта большего нуля, что для любого икса, ну, можно написать так, для любого икса из x большого, из того, что
x минус x0 по модулю меньше дельта, следует, что f от x минус f от x0 меньше эпсилон. Раньше мы вот этот значок импликации не писали, а писали просто. Для любого x такого, что этого, двоеточие, это тоже правильно, и то, в общем-то, имеет смысл. Импликация помогает, может быть, проще понять, как работает отрицание. Ну вот сейчас мы это сделаем. Так вот, это определение непрерывности точки. Если я хочу, чтобы функция f была непрерывна на всем множестве x, я должен написать просто-напросто вот здесь для любого x0, принадлежащего x. И вот это будет полностью определение непрерывности уже на x. Для любого x нулевого, для любого эпсилон найдется такое дельта, что для любого x просто x минус x0 из этого условия следует вот это. А вот теперь я дам определение равномерной непрерывности на том же множестве x. И мы посмотрим, чем они отличаются. Определение равномерной непрерывности функции f на множестве x. Для любого эпсилон большего нуля найдется такое дельта большего нуля, что для любых x', x2 штриха, принадлежащих x, из того, что x' минус x2 штриха меньше дельта, следует, что f от x' минус f от x2 штриха меньше эпсилон. И найдите, значит, основные отличия. Да? Очень похоже все. Ну, правда, штрихи тут возникают. Я их написал, потому что здесь x' и x2 штриха, они более равноправны, чем здесь x и x0. Да? А главное ведь отличие, посмотрите. Мы взяли и вот эту часть определения, что мы с ней сделали? Переместили ее вот сюда. Если вы вот это мысленно сделаете, то вы видите, что после этого никакого отличия не будет. Для любого x и x нулевого из того, что их разность меньше дельта, следует, что разность функций меньше эпсилон. Тут я просто использовал x' и x2 штриха вместо x и x нулевого. Почему эти определения принципиально разные? Вот скажем, если бы я поменял местами вот эти два квантора, вот эти две части с кванторами, ничего не изменилось, правильно? Потому что одинаковые кванторы прекрасно можно менять местами, от этого утверждения его истинность не изменится. Этого я как раз не делал. А я, смотрите, поменял местами фактически вот эти два. Не то, что поменял местами, но я эту часть поставил после квантора существования. Вот это как раз принципиально все изменило. В этом определении я выбираю какой-то x0, выбираю какой-то эпсилон. И по этим двум выбранным значениям выбираю дельта. Да? Если я выберу другой x0, то очень может быть, что это же дельта мне уже не подойдет. Мне придется другой выбирать. То есть здесь дельта зависит от двух параметров, от эпсилон и от x0. А здесь, видите, здесь перед дельта стоит только эпсилон. То есть выбираем мы дельта только по эпсилон. Для любого x нулевого, вот здесь, для любого x', скажем, да, какое бы ни выбрали, дельта будет то же самое. Вот это принципиальное отличие. Принципиальное отличие. Ну и согласитесь, что выбор одного для всех дельта – это более сильное требование, чем возможность выбрать свою дельта для каждого x. Из какого же факта какой вытекает? Ну, совершенно очевидно, что вот имеет место вот такая стрелочка. Да? Если функция равномерно непрерывна, то она, конечно, будет и просто непрерывна на этом множестве. Мы просто вот это дельта выбрали, и здесь можем это дельта выбирать одно и то же для всех иксов. Так же?
То есть, как доказать, что вот отсюда следует это? Выбираем какое-то эпсилон, выбираем по нему дельта. Для любой пары это выполняется. Ну, теперь выбираем какой-то x0, выбираем эпсилон, и берем вот то самое дельта для данного эпсилона, которое мы выбрали здесь. Раз для этого дельта выполняется такой факт для любой пары, то значит и для пары x и вот этого x0 тоже все выполняется. Что в эту сторону мы можем сделать переход. Любая равномерно непрерывная функция является просто непрерывной. А вот обратное утверждение неверно. Может оказаться, что функция непрерывна на каком-то множестве, но не является равномерно непрерывной на нем. Ну, конечно, это будет плохая функция. Вот давайте рассмотрим пример. Пример, который показывает, что обратную стрелку я рисовать не могу в общем случае. Значит, равномерная непрерывность, вы должны запомнить вот это вот основное. Равномерная непрерывность, она является глобальным свойством, и в ее определении вот эта дельта определяется только по эпсилону. Ну, а смысл, видите, тоже, значит, понятен. Да? Если мы хотим, чтобы функция мало отличалась, то мы всегда можем выбрать иксы, да, то есть какую-то окрестность иксов, для которых вот это будет обеспечиваться. Причем эту окрестность можно выбрать одну для всего нашего множества x. Одинаковым образом можно эту окрестность выбрать. И если мы ее выберем, то можем быть уверенными, что если мы возьмем близкие иксы, где бы они в множестве x находились, там, слева, справа, посередине, всегда будут близки и значения в этих случаях. Для вот обычной непрерывности окрестность можно выбрать, но мы должны всегда определяться, где мы находимся, чтобы потом эту окрестность взять. Одну и ту же окрестность для любых пар точек мы выбрать не можем, вообще говоря. Ну, значит, пример функции, которая не является равномерной непрерывной. Так, вот такая функция. f от x равняется синус единичка на x, когда x принадлежит, например, полуинтервалу от 0 до единицы. В нуле, конечно, эта функция себя очень плохо ведет, она не определена в нуле, хотя мы можем это определить, но она себя плохо ведет и в окрестности нуля. Да? Вот как-то она себя вот так вот ужасно себя ведет. Да? Хотя непрерывна в любой точке. Эта функция непрерывна на данном полуинтервале. Правильно? Какую бы мы точку не взяли, не доходя до нуля, ну, будет существовать предел в этой точке, равный значению функции в этой точке. Так что локальные свойства у нее хорошие, а глобальные как раз плохие. Вот давайте покажем, что она не является равномерной непрерывной. Для этого давайте мы возьмем отрицание от определения равномерной непрерывности. Так, вот такую большую черточку я пишу. Существует эпсилон больше нуля, такой же для любого дельта больше нуля. Найдутся такие x', x2 штриха из x. А это у меня, видите, отрицание импликации. Из утверждения А следует утверждение Б. А если вспомнить, что это импликация, это не А или Б, и еще применяем отрицание, то получаем, что это А и не Б. Тут уже стрелочку писать мы не будем, но на самом деле вот что получается? Что вот это выполняется меньше дельта, и при этом f от x штрих минус f от x 2 штриха будет больше или равно эпсилон. Правильно? Опять же, если мы тут двоеточие вместо и напишем, ничего не изменится.
Вот, значит, мы хотим показать, что как раз отрицание имеет место для нашей функции. Найдется такое эпсилон, может быть маленькое, что для любой, вот тут уже сколь угодно малой окрестности, мы можем выбрать близкие иксы, ну это не окрестность, это, так сказать, расстояние между иксами. Мы можем выбрать всегда очень близкие иксы, но тем не менее так, что разность между значениями в этих иксах будет не маленькая, она будет обязательно больше, чем эпсилон. Вот. Значит, мы должны это доказать для любого дельта. Эпсилон можно выбрать нам самим. Я в качестве эпсилон возьму одну вторую. Имеет право. Дельта. Дельта может быть каким угодно, положительным. Какие же я иксы выберу? Я вот какие иксы выберу. Х штрих, они будут зависеть от этого. Это будет единичка поделить на 2 и n. А x2 штриха n будет вот что. Единичка поделить на и пополам плюс 2 и n. Я утверждаю, что выбрав достаточно большое n, я могу сделать эти два числа сколь угодно близкими. Это легко проверить. Давайте разность их найдем. Значит, вот скажем, xn штрих минус xn 2 штриха. Единичка на 2 π n минус единичка на π пополам плюс 2 π n. Ну, приведем к общему знаменателю. Да? Тут будет π пополам плюс 2 π n, тут будет минус 2 π n. Вверху остается просто π пополам. А внизу будет вот такое произведение. 2 π n на π пополам плюс 2 π n. Правильно? Если я устремлю n к бесконечности, n стремится к бесконечности, да? Знаменатель будет неограниченно расти, а числитель является величиной постоянной. Это стремится к нулю. Это стремится к нулю. И значит, выбрав достаточно большое n, я получу сколь угодно малое значение. Да? Для любого дельта я смогу найти такое n большое, помним определение предела последовательности, что для всех n больших этого n большого эта величина будет меньше дельта. Так что я всегда могу выбрать два икса, вот x штрих n и x2 штриха n, такие, что они будут меньше дельта. А что будет с разностью значений функции? А они уже не будут очень близки. Я хочу доказать, что их разность будет больше или равна 1/2. Что у меня будет? Давайте сразу поставим. Синус единичка на x n штрих минус синус единичка на x n 2 штриха. Равняется. Ну, переворачиваем. Да, это будет синус 2 πn. Переворачиваем это. Синус π пополам плюс 2 πn. Синус 2πn равняется нулю. Синус π пополам плюс 2πn равняется единице. 0 минус единица по модулю будет единица. Единица больше или равно 1/2. Вот этого нашего эпсилона. Значит, для любого дельта я могу выбрать xn штрих и xn 2 штриха так, что они будут меньше дельта, поскольку эта разность стремится к нулю. Но тем не менее для них разность значений функции будет все равно больше 1/2. То есть больше эпсилон. Значит, это означает, что наша функция не является равномерно непрерывной. Не является равномерно непрерывной. А какие еще есть такие функции? Ну, кроме тригонометрических сторон. Ну, если вы возьмете
возьмете, например, функцию единичку на x на полуинтервале, то она тоже не будет равномерно непрерывной. В нуле она себя будет тоже плохо вести. Просто с ней чуть-чуть надо больше повозиться. Да. А факт тот же самый. Если функция себя плохо ведет при приближении к какому-то концу, хоть она и непрерывна, да, вот она значит, не будет обладать свойством равномерной непрерывности. А вот для отрезка все хорошо. Давайте сформулируем. Имеет место такая теорема. Теорема Кантора о равномерной непрерывности. К сожалению, вот не успею ее доказать. Даже начинать это не стоит, наверное. Теорема Кантора. Важнейшая теорема, касающаяся именно непрерывности функций. Непрерывная на отрезке функция является равномерно непрерывной. То есть, если функция непрерывна на отрезке, на сегменте АБ, то она равномерно непрерывна на этом отрезке. Если функция непрерывна на сегменте АБ, то она равномерно непрерывна на этом сегменте. Вот, собственно, именно потому, что на сегменте функция является равномерно непрерывной, нам и удалось доказать все предыдущие свойства. Глобальные свойства непрерывных функций на отрезке. Всегда мы использовали отрезки, обратите внимание. И в теореме о промежуточном значении, и в первой теореме Вейерштрассе, и во второй теореме Вейерштрассе. Вот вы должны четко понимать, что если нас интересуют глобальные свойства непрерывности, то то, что функция непрерывна на каком-то множестве, это еще ничего не значит. Она может очень плохо себя вести, она может быть неограниченной. У нее могут не достигаться минимальные и максимальные значения. Да. Но если мы знаем, что функция равномерно непрерывна на каком-то множестве, то вот тогда как раз она будет очень хорошей. И вот надо это четко понимать. Надо четко понимать, что в глобальном смысле главное, что функция была равномерной. Ну, кстати, вот раз мы ничего сейчас доказать не успеем, можете почувствовать себя в роли Кантора, попытаться доказать. Я вам скажу основную идею. Есть много доказательств в разной степени ужасности. Ну вот, от противного. Предположить, что мы же сегодня сколько уже доказали от противного теорем, да? Предположить, что функция, которая непрерывна на сегменте АБ, не является равномерно непрерывной, мы записали, что это значит. Да? Записали, что это значит. И попытаться противоречие получить. Причем, что интересно, сам процесс получения противоречия тоже очень похож. Смотрите, вот для любого дельта что-то существует. Да? Когда у нас вот такая запись, что мы делаем? Выбираем разные дельта и что? И получаем уже последовательность. Да? Получаем набор иксов штрих, набор x2 штриха, получаем две последовательности. Что мы о них знаем? Что они принадлежат нашему сегменту, значит, они ограничены. Значит, что можно с ними сделать? Можно из них извлечь сходящуюся последовательность. Вот тут только интересно, что у нас их две. Да, раньше была всего одна, как-то проще было. Ну вот, в самом конце уже, конечно, будет немножко другое. Ну вот, у вас неделя, пытайтесь что-нибудь придумать интересно, вдруг кто-то докажет. А потом сравните с тем, что на самом деле. Так, ну, тогда все на сегодня.